все понимают, да, что такое Хинкальная? Это более 40 заведений, это франшиза, которая как бы учредитель — это Москва, более 40 ресторанов. Один из них находится в Тюмени. Кто был уже в Хинкальной? Кто знает? Комсомольская, 22. Далее, что здесь стоит посмотреть? Да, 66 341 балл, получается, заведение списало у клиентов в счет оплаты. Понятно, о чем говорю? Да, списали. Соответственно, скидка составила 3,5%. Здесь была такая интересная штука. Раньше заведение предоставляло или карты 10% прямой скидки, или 20% прямой скидки. Вот здесь сейчас мы видим этот момент, тоже связанный с экономией. Рекомендации достигли 9 уровня. То есть вот здесь, а вам видно? Не видно, да? Вот здесь стоит единичка, а здесь стоит 9. То есть система полностью может анализировать, начиная от самого, так скажем, начального промокода, который есть вот на TableTend на столе, который стоит в этом ресторане, до самого последнего там, передачи, так скажем, через рекомендации. С 1 по 9 уровень. И, соответственно, то есть понимаете, да, вот эту цифру делим на эту, получаем 3,5% скидку. Но что для бизнеса важно? То есть понятно, что те клиенты, которые пришли ко мне ногами, сами сели за стол и заказали у меня, я ведь могу их покупать через платный трафик, рекламу, разные каналы, интернет и так далее. Это все понятно. Но мне интересно как бизнесу понимать, вот здесь двоечку все видят, да? Сколько за тот же самый отчетный период, за 41 день, со 2 по 9 уровень рекомендаций, сколько конкретно пришло денег? От того, что человек кому-то передал, у него появилась электронная дисконтная карта, он пришел, вернулся, потратил деньги. Он кому-то передал и так далее. И вот это мы сможем все отслеживать достаточно прозрачно внутри. Со 2 по 9 уровень компания привлекла дополнительно 151 тысячу рублей, отдав за это 8576 баллов. У нас рост клиентской базы, то есть примерно в день сейчас примерно 15-17 клиентов добавляется в клиентскую базу. Здесь вот мы, так скажем, распаковали программу лояльности, это заняло около нескольких часов. И, соответственно, вот здесь было официальное открытие. Это было 25 февраля, когда они в новом формате начали работать. И, соответственно, мы видим пополнение в базу. Каждый раз, когда происходит сканирование промокода, это рекомендация или из торгового зала, тогда я у себя вижу, что у меня всплывает push-уведомление, регистрация клиента. Далее, средний чек. Было еще один момент. Было заблуждение о том, что средний чек составляет примерно 1500 рублей. Это и так достаточно высокий средний чек, в принципе, по заведениям хорики в городе Тюмени. Здесь мы увидели, что те люди, которые транзачат, те, которые прям вот у них идут оплаты постоянно, и они хотят вовлекаться в программу лояльности здесь, они хотят экономить, они хотят получать дополнительные выгоды. Мы поняли, что эти люди, они по факту и денег-то больше тратят. То есть они с удовольствием платят больше, и их средний чек выше. Те, которые не платят, это другие 50%, которые учитывают только их там система учета, например, Айка или там AirKeeper, есть разные. Соответственно, вот здесь мы поняли, что средний чек достаточно высокий. То есть те люди, которые постоянники, они нормально тратят, и они в программе лояльности участвуют. Я прозрачно могу отслеживать, кто у меня самый лучший рекомендатель моего заведения. Здесь мы видим, что на одном из первых лидирующих мест Оля Иванова, еще я хочу узнать, кто это такая, она прям там активна. Оля Иванова здесь? Нет? Вот, да? Я думаю, кто это? Аватарку сюда поставьте, чтобы я вас еще и в лицо знал. А то я захожу, я думаю, кто такой вот клиент? Где-то подключился на каком-то уровне и просто прям рассказывает про Хинкальную постоянно. Соответственно, я вижу, какое количество рекомендаций раздал тот или иной клиент в рамках там, моего бизнеса. Здесь я вижу количество денег и транзакций, которые конечный каждый клиент оставил в моем бизнесе. Раньше была какая история? Я говорю, Виталий, а как назначается скидка, например, как ты даешь карту 10%? Или как ты даешь карту 20%? Он говорит, ну как бы понравился человек, даю. Не понравился, не даю. Там как-то познакомили. То есть знакомые у собственника, понятно, что все с карточками в 20%, это не вопрос. Но здесь в данном случае мы поняли прозрачную систему, когда человек протранзачил в компании больше 30 тысяч рублей, он получает VIP-статус. Это приятно? Это очень приятно. Когда у него был обычный кэшбэк там 10%, сейчас он у него 20%. И мы видим, что есть некоторые клиенты, например, Акимов Иван. Акимов Иван потратил за 3 транзакции 69,5 тысяч рублей. Любит Хинкали, там, может быть, это был какой-то небольшой корпоративчик. Но в целом я могу, так скажем, осознанно. Этот человек пришел всего лишь 3 раза. Я как собственник могу его вообще знать, не знать, кто это. Но я за его, так скажем, лояльность ко мне в рамках моей кассы, я могу ему назначать определенные привилегии. Вот для меня, например, это очень важно.
Как ведется коммуникация? Пишется публикация, которая не Viber, не SMS, а просто пуш-уведомлением. Она напрямую всем клиентам, которые взяли карточку, она напрямую доставляется прямо в телефон. Вы смахиваете, потому что к пуш-уведомлениям, не знаю, как у вас, у меня несколько другое отношение, чем к SMS-кам. SMS-ки уже это сейчас несколько, знаете, наверное, вторжение в личное пространство. В некоторых случаях. Звонки тем более. Если вы звоните своим клиентам, как бы, можете продолжать это делать, но я бы уже не звонил. Соответственно, пишется публикация, отправляется, так ведется коммуникация. Обратная связь. Раньше было непонятно, что… Это к вопросу как раз о, как она называется, книга отзывов и предложений. Часто ее заполняем, часто ее открываем. Непонятно, когда собственник вообще ее смотрит или не смотрит. Может быть, там росписи все абсолютно там, не этого человека. Но в обратной связи мы увидели, вот вы можете посмотреть 6 число, 5, 4, 3. Никто в жизни столько раз в руки книгу отзывов и предложений в любой организации не возьмет. Ну, прям правда. Поэтому каждый отзыв, в данном случае Сергей пишет, то есть там ставит рейтинг, например, вот где у нас Сергей, здесь где-то он должен быть. Верхний, да, он ставит рейтинг 5 звезд и пишет «отлично». То есть это всплывающее окно, которое появляется после каждой транзакции, так же, как вы в Яндексе или в Гете проехали, у вас всплывает окошко. Только я, когда напишу, там, Nexia была прокуренная, мне никто не отвечает. Ну реально, я не могу дождаться этой обратной связи. Здесь человек написал «отлично», и следует вот такого формата обратная связь, это делают менеджеры в конце рабочего дня. Сергей, приветствую, рад, что вам все понравилось. Если у вас будут какие-то вопросы или пожелания по работе нашего ресторана, обратную связь я принимаю лично. С уважением, директор Виталий Каев. Эта фишка была стырена у Сабира Хайреддинова, бар Селлинджер. Работает шикарно.